Всем привет! Все обновления и новости Instagram за сентябрь. Друзья, усаживайтесь поудобнее, наливайте чаек, кофеек и смотрим это видео до конца. Как сказал кто-то из великих, кто владеет информацией, владеет миром. Сейчас очень интересно наблюдать за Инстаграмом, потому что он постоянно меняется. И самое главное, что он это делает в открытую. Есть несколько источников, откуда можно собирать информацию. И я вам собрала все в одном видео. Досмотрите это до конца и поддержите мое видео лайком, ну и подписывайтесь. Начнем мы не из обновления, а из новости. Изданию The Wall Street Journal удалось узнать, что у Instagram есть белые списки X-Check. Туда попадают знаменитости, политики, просто медийные люди, которые... Этот список достаточно большой, и люди, которые попали в этот список, они немножко освобождаются от первичных алгоритмов Instagram и Facebook. Да, оказывается, что Instagram и Facebook нам врал, что нет никаких привилегированных там списков, что все люди имеют одинаковые алгоритмы. Достаточно интересная такая статья, я вам под видео прикреплю ссылочку на первоисточник, обязательно ознакомьтесь или просто ищите меня в других социальных сетях. Зачем Facebook создал вот такие вот списки? Зачастую алгоритмы Instagram иногда ошибаются, и они блокируют либо контент, либо аккаунты разных людей. Если это обычный обыватель, то ничего страшного, ну заблокировали, так заблокировали. Но если это какая-то медийная персона, если это какой-то политик, если это какая-то большая знаменитость, то если по ошибке заблокировать его какой-то контент или вообще его аккаунт, то можно достаточно серьезно попортить себе репутацию. Так вот, создали вот такие вот белые списки, они пополняются регулярно, сейчас там где-то до 6 миллионов пользователей. Как это происходит? Если человек, который находится в этих белых списках, алгоритм находит какое-то нарушение, то вот это вот нарушение отправляется уже человеку, не роботам, который отсматривает, действительно было ли это нарушение. Иногда оно отправляется главе Instagram или самому Цукербергу, чтобы проверить нарушение данного аккаунта. Вот такая вот информация, друзья. Как вы относитесь к этому, можете написать в комментариях. Инстаграм активно нам навязывает, что нету таких белых списков. Инстаграм нам активно говорит, что нету теневого бана, но все равно есть какие-то такие подводные алгоритмы, ситуации, даже вот эти вот списки, которые дают возможность обходить как-то сам алгоритм Инстаграм для избранных. Я вам скажу немножко неприятненько. Я не скажу, что мы можем как-то повлиять на эту ситуацию, но скажите, такое вот что-то неприятненькое. Вторая новость, это уже обновление. Instagram решил отказаться от ссылок в Stories. Как обычно, это было методом свайпа. Теперь для того, чтобы прикрепить ссылку в Stories, нужно зайти в наклейки и выбирать ссылочки. Ее никак не можно изменить, там будет название домена, можно только увеличить этот размер или изменить цвет. При использовании этого стикера ссылки будьте внимательны, так как Instagram блокирует эту возможность, если вы будете неоднократно нарушать правила Инстаграма. Поэтому он выкатил почти многим этот стикер, но за нарушение правил, по мнению Инстаграма, он забирает эту возможность. Так что будьте внимательны и не пользуйте очень часто именно эту возможность выставлять ссылки. Не налаживайте чужую музыку, не задевайте чувства других людей, потому что Инстаграм в одночасье уберет у вас эту возможность, и это будет очень-очень неприятно. Есть один плюс в этом обновлении. Ссылочка, наклейка на ссылку появляется даже у тех, у кого нету 10 тысяч подписчиков. Па-бам! Это круто, но, к сожалению, у меня эта ссылочка не появилась. Напишите в комментариях, у кого нету 10 тысяч подписчиков и у кого появилась или не появилась. А я прикреплю опрос, который показывает, что большинство людей
все-таки не появилась, и мы будем с нетерпением ждать, и надеюсь, все-таки что-то получится. Почему я говорю, о чем очень круто? Я знаю очень много аккаунтов, очень много знакомых, которые гивами добивают до 10 тысяч подписчиков, чтобы получить эту заведомую функцию, которую можно вставить ссылочку на какие-то свои ресурсы. Многие очень удивляются, когда узнают, что это единственная привилегия 10 тысяч подписчиков. Следующая новость. Мошенники могут заблокировать ваш Instagram-аккаунт за $60. Печально, конечно. Издание Музаборд выяснило, что действительно есть такие мошенники, которые предлагают такие услуги. Как это работает? Им удалось взломать какой-то верифицированный аккаунт с синей галочкой, и они предлагают вот такие вот услуги. Можно заблокировать любого конкурента, можно заблокировать вообще всех. Да, но есть ограничение до 100 тысяч подписчиков, они ставят такие условия. Как это работает, друзья? Опять эти мошенники, но все же, как это работает? Если им поступает заказ, им нужно заблокировать какой-то аккаунт в Instagram, их вот этот взломанный аккаунт они делают аналогично аккаунтам той жертвы, которую они решили заблокировать. Полностью, абсолютно, так, знаете, двойник. И потом идут в техподдержку и пишут, что вот такой-то, такой-то аккаунт этой жертвы может, он дублирует мой верифицированный самим Инстаграмом аккаунт. И тот аккаунт благополучно удаляют. Не знаю, с какой периодичностью они могут это делать, потому что, ну, если это очень зачастую будут одинаковые жалобы, то Инстаграм тоже может что-то это заподозрить. Возможно, у них есть доступ к нескольким верифицированных Инстаграм-аккаунтов. Ну, неприятненько тоже, правда, есть такие так что есть такая информация. Инстаграм сообщает, что они регулярно мониторят вообще все социальные сети по тем людям, которые предоставляют подобные услуги и блокируют их. Но мы должны знать, что и такое может быть. Вообще с этой галочкой очень много связано и мошенничество, и все остальное. Я об этом запишу отдельное видео именно про синюю галочку, как ее получить, что может быть связано с этой синей галочкой. А мой совет вам: сделайте двухфакторную авторизацию. У меня на канале, не забудьте подписаться, чтобы все-таки следить за этими новостями, очень много видео именно про то, как сейчас сделать двухфакторную аутентификацию, тем более там есть несколько удобных для вас методов, обязательно выберите себе. Перейдем к обновлению. Instagram Reels получила новое обновление. Теперь в Reels можно ставить хэштеги, и они будут открываться в новой вкладочке. Соответственно, люди получили дополнительную возможность увеличить свои охваты не только в постах, но и в Reels. Очень хорошая возможность. Вообще про хэштеги нужно не забывать, ставить соответствующие хэштеги вашему видео, мониторить релевантные хэштеги, потому что Instagram показывает в статистике именно просмотры по хэштегам. Я уже говорила, если есть такая статистика, значит хэштеги работают. Обязательно тоже изучите эту тему и ставьте релевантные хэштеги, пользуйтесь Reels, потому что Reels сейчас максимально лучший инструмент для того, чтобы увеличить охваты вашего аккаунта. Итак, друзья, еще немножко новостей от самого Инстаграма. Инстаграм проводил опросы, и 63 респондента ответили, что именно Инстаграм дает возможность их знакомить с брендами. Как по мне, это хорошая статистика того, что нужно действительно продвигать свой бренд именно в Instagram. Как считаете, что это знак для того, чтобы продвигать свое любимое дело, качественное свое любимое дело именно в Инстаграме? Потому что действительно, я уже не раз говорила, что Инстаграм это такая хорошая сейчас площадка для продаж. Люди туда заходят, чтобы отдохнуть. Большинство женщин, отдыхая, они покупают, делают покупки, чтобы выработать в себя вот этот окситоцин, гормон, который нивелирует кортизол и который увеличивает, убирает стресс. Соответственно, люди заходят в Инстаграм, чтобы отдыхать. Очень важно, да, а особенно еще продажи, одежды, примерки, визуал в сторис, визуал в постах, оно действительно очень хорошо заходит. Это такой легкий, непринужденный контент. Я уже говорила, что у Инстаграма есть два конкурента, это ТикТок и YouTube. Кстати, никто не ожидал, что ТикТок станет действительно конкурентом
и Ютубу, и Инстаграму. Но TikTok показал, что короткие, легкие видео сейчас нужны не только молодежи, не только детям, но и взрослые тоже. Большой процент именно сидит в ТикТоке, чтобы просто зайти и отдохнуть. Пользуйтесь этой статистикой, заходите в Инстаграм, делайте хороший, легкий контент, но качественный. И занимайтесь продажами каких-то вещей, продажами себя, продажами своего бренда, своего бизнеса, ну, чтобы люди узнавали его. Инстаграм очень большое внимание оказывает именно покупкам, шоп-магазинам, потому что после пандемии, соответственно, вся статистика показала, что очень много людей начали делать много покупок именно через онлайн. Некоторые люди и до этого делали, но пандемия показала, что безопаснее, соответственно, делать безопасности для своего здоровья, делать все-таки онлайн покупки. Инстаграм старается, чтобы ваши покупки были безопаснее, ну, для вашего кошелька. И они дают несколько советов. Я вам хочу зачитать. Так, продавая товары через свой Инстаграм, думайте о ленте как о окне своего магазина, как будто мерчендайзер делает выкладку. Соответственно, делайте посты, чтобы ваша лента, она была визуально привлекательна. Про магазины мы еще очень много услышим, самой рекомендации это Инстаграм. А напоследок хочу рассказать о обновлении Инстаграм Kids. На данный момент Инстаграм, они приостанавливают работу именно над созданием именно отдельного приложения, но они выкатили очень много информации для того, чтобы мы понимали. Это приложение будет. Они сделали паузу для того, чтобы улучшить это приложение, чтобы больше сделать, посерчить, родителей узнать, политиков, самих подростков, какое должно это приложение быть. На данный момент мы знаем, что это будет приложение для детей до 13 лет. Опять же, Инстаграм смотрит на своих конкурентов, что у ТикТока есть приложение для детей, что у Ютуба есть приложение для детей. Значит, это действительно проблема, что дети уже давно в сети, и детям дают постоянно гаджеты, телефоны, и никто не может следить за тем контентом, что они смотрят. Вот. И немножко вкратце они для нас рассказали, что это будет. Это будет полноценное приложение, регистрироваться только с разрешением родителей, не будет рекламы, и там будет соответствовать тот контент, который соответствует вашему возрасту. С кем переписываться может все-таки устанавливать это родитель. Главное, чтобы все указывали свой легальный возраст. Я в предыдущих видео говорила, что по поводу того, что люди указывают не свой возраст в Инстаграме, Инстаграм будет с этим бороться. Я даже рассказывала, как он будет бороться. Почему они рассказали об этом, про что они приостановили? Потому что, опять же, появилось очень много разговоров, что вот это Инстаграм зря затеял такое вот приложение, что это очень проблематично, но никому не нужно. И Инстаграм все-таки решил доказать, что действительно это нужно. Адам Моссери об этом говорит, что у него 3 детей, и безопасность их информационная для него это очень важно, и они разрабатывают вот такое вот приложение. Вообще, по поводу безопасности, это уже последнее, что я хотела сказать, по поводу безопасности очень много было обновлений. Посмотрите в обзоре за август, просто очень много про безопасность, про ментальное здоровье, про ограничения, про списки. Ну, очень хорошо. Мне нравится, что Инстаграм прям действительно борется с тем, чтобы не хейтили, чтобы подростки не общались с незнакомыми людьми, и в этом плане Инстаграм очень много развивается. Друзья, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь сейчас. Посмотрите другие видео в этом плейлисте. Я еще планирую создавать новые видео обновления про Telegram и новые видео про, наверное, еще и про TikTok. Мне было приятно, что вы досмотрели это видео до конца. Я жду ваших лайков и до скорой встречи в новом видео. Смотрите, обязательно посмотрите обновление Instagram за август. Оно достаточно большое, наверное, самое большое видео. Всем до новой встречи.